Война. День 224. Ситуация на фронтах. Ночью россияне нанесли массированный удар иранскими дронами «Камикадзе» «Шахед-136» по украинским объектам инфраструктуры, а также базе 72-й бригады в Белой Церкви. Всего было запущено 16 дронов. 6 из них достигли цели, остальные были сбиты. Альянс Свободы. ЕС планирует обучить 15 тысяч украинских военных в рамках тренировочной миссии. Сейчас подготовкой украинских военных в основном занимается Британия, и это очень важная помощь, так как территория Украины находится под постоянными российскими ударами, а военные, которые могли бы проводить обучение, в основном задействованы на фронте. Также в рамках таких обучений украинцы осваивают новые образцы техники, которых раньше не было на вооружении, и для которых нужны иностранные инструкторы. Кроме того, прошедших обучение военных оснащают всей необходимой экипировкой. Восток. На данный момент нет никакой информации о территории вдоль Оскола севернее Двуречной. Вполне возможно, она все еще под контролем россиян, так как украинские войска не совершали движений в том направлении. Украинские войска продолжают продвигаться в направлении Сватово со стороны Боровой и Купянска. Сообщается о начале освобождения Луганской области. Так, к Белогоровке, которая была отвоевана несколько недель назад, теперь добавились Грековка и Макиевка по направлению к Краснореченскому. Это подтверждает взятие под огневой контроль трассы Р-66. Южнее подтвердилось освобождение сел Ямполевка и Терны, а украинские войска продвинулись в направлении Кременной. В районе Спорного россияне пытались вернуть утраченные позиции, но их атаки были отбиты. Продвижение вагнеровцев по направлению Бахмута не произошло. Видимо, в отместку за наступление украинских войск на правом берегу Днепра, россияне решили обстрелять правобережные города в глубоком тылу наступающих войск, поразив в основном жилые дома и гражданскую инфраструктуру. В частности, из реактивных систем залпового огня удары нанесены по Марганцу и Никополю. Юг. В ходе стремительного отступления российским войскам удалось ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Ингульца, который теперь превратился в единый Северный фронт в Херсонской области, от Ингульца в районе села Мало-Сидейминуха на западе и до Днепра в районе Дучан на востоке, а по некоторым данным до Миловой, но кадров оттуда пока не поступало. Но несмотря на всю невыгодность своего положения на правом берегу Днепра и сложность с логистикой, российское руководство намерено удерживать там войска до последнего, так как потеря единственного захваченного областного центра в ходе широкомасштабной войны будет серьезным политическим ударом, ради чего же была уничтожена вся профессиональная армия с современной техникой, что сейчас приходится собирать резервную и расконсервировать старую технику. К слову о технике, именно на Херсонском направлении россияне свозили свои Т-62, и теперь в ходе украинского наступления стали поступать многочисленные кадры захвата этих танков. Большое всем спасибо, кто поддерживает канал финансово, и, конечно же, спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, и не забывайте подписку и колокольчик.